Вообще я не планировал делать это видео. Хотел сосредоточиться на более фундаментальных и важных темах. Но что уж скрывать, немного вдохновения и идей я почерпнул из уже нашумевшего подкаста на канале Фанат волейбола. Ссылку на него, конечно, я оставлю в описании. Кто-то в этом подкасте находил противоречия, которые вызывали у него новые вопросы, а я, наоборот, нашел там ответы на свои, в том числе на вопросы о боли зрителей и глобальных проблемах. Именно поэтому я и решил записать это видео. Это моя личная боль, мой животрепещущий вопрос. Что с настроением? Откуда столько негатива? Думаю, ни для кого уже не секрет, что московская «Динамо» после триумфа на международном турнире на Sports Tournament не смогло преодолеть четвертьфинал российской суперлиги. Команда уступила своим тезкам из Ленинградской области. Но это видео не разбор матча. Меня волнует не сколько сам результат, сколько реакция на него, особенно после второго поединка серии. Я ловил в себе это чувство еще после Олимпиады 2021 года. Тогда на сборную России обрушился шквал негатива, хотя ребята дошли до финала и были в шаге от повторения чуда Лондона 2012. Но вместо поддержки они получили в основном критику. И вот теперь я увидел нечто похожее после поражения московской «Динамо» в серии с «Динамо ЛО». Пусть я никогда не был фанатом московского клуба, да и если бы они прошли дальше, то болел бы против них в полуфинале с Белогорьем, но как же активно все начали их высмеивать. Кто-то подшучивал над поездкой в Объединенные Арабские Эмираты, кто-то переходил на личности. Звучали требования расформировать команду или уволить тренера. Да, поездка на Sports Tournament в разгаре сезона не была обязательной с точки зрения борьбы за плей-офф, но стоит отдать должное, только «Динамо» рискнули и пошли на этот шаг. Пока все пытались задеть и подколоть москвичей, я видел в этом решении только позитив. Кто-то скажет, это было глупо, но я уверен, что не я один испытал те самые приятные эмоции, когда российский клуб выступает на международной арене. Когда неважно, за кого ты болеешь внутри чемпионата, ты все равно переживаешь за любой наш клуб, когда он играет против зарубежных команд. Да, турнир не входил в число элитных международных соревнований. Да, соперники были не самыми грозными, но неужели у вас не появилось хоть капли гордости за российский клуб? Что изменилось за тот короткий промежуток времени между их возвращением с кубком и стартом серии с «Динамо ЛО»? Я ничего не имею против основоборцев, они действительно заслужили этот исторический полуфинал. Но давайте честно, в этой серии за них болели не только их фанаты. Значительная часть аудитории просто хотела поражения московского клуба. Вот в этом и вопрос, почему так? За это время соцсети Всероссийской Федерации волейбола получили немало критики, мол, они слишком часто пишут про «Динамо». Но все, что Федерация пыталась сделать, так это подчеркнуть значимость события, которого мы давненько не видели и по которому успели соскучиться. Что нужно было делать в этой ситуации? Проигнорировать турнир и продолжить освещать только снежные баталии? Лично у меня к Федерации никаких претензий нет. Более того, как я уже отмечал в обзорах, я благодарен им за внимание к этому турниру. Отдельный вопрос к комментаторам, которые отправляют игроков «Динамо» обратно в Дубай или обвиняют их в пафосности. Вы действительно думаете, что москвичи ехали на четвертьфинальную серию с настроем «Мы чемпионы, а соперника мы не заметим»? Что они такие негодяи, побаловались в Эмиратах и теперь их за это наказали? Поражение «Динамо» — это не вопрос недооценки соперника, все гораздо проще, они просто физически устали. Это было видно по их лицам, они были заряжены на бой, пытались заводиться, сражаться, но когда ты выжат, даже эмоции даются с трудом. Плюс было заметно, что после Дубая у многих накопились мелкие повреждения, возможно из-за не самого удобного покрытия на турнире. Кто-то скажет, а как же характер, чемпионская воля? Да все это было, просто «Динамо ЛО» тоже готовы были оставить на площадке все силы ради выхода в полуфинал. И выглядели они заметно свежее. Именно поэтому в тяжелых моментах они добегали, а москвичи нет. Они находили силы на решающий удар или блок там, где у соперника их уже не оставалось. И именно это стало ключевой причиной их победы. Если уж критиковать «Динамо», то заодно за восстановление. Возьмем пример клубного чемпионата мира. Финалисты после него часто приезжают в не самой лучшей физической форме, но ключевым матчем выходят на пик. Здесь же, кажется, сделали ставку не на восстановление, а на объем работы. Сначала, чтобы снова подружиться с Валаром, затем, чтобы усиленно исправить ошибки после первого матча серии. Но никакого безразличия или высокомерия у игроков «Динамо» не было, они просто устали.
И это опять же не отменяет заслуг Динамо ЛО. Они проделали колоссальную работу и заслужили этот результат. Но главный посыл видео в другом. Давайте быть добрее. Критика — это нормально, но она должна быть конструктивной. Просто оскорблять или высмеивать кого-то — это не меняет ситуацию, это контрпродуктивно. Если уж хочется выплеснуть эмоции, направьте их в правильное русло. Например, вместо того, чтобы подкалывать Динамо, поздравьте Динамо ЛО с историческим полуфиналом. К тому же, давайте не забывать, московская Динамо уже выиграла 2 внутренних трофея в этом сезоне, и после такого удара точно захочет забрать еще и Кубок России. Это не та команда, над которой стоит смеяться. Будьте добрее, будьте позитивнее. Кстати, придумал. Если у вас накопилось что-то негативное, можете смело писать это в комментариях под видео. Я человек стрессоустойчивый, приму удар на себя. Ну, а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.